Возможно, название вас удивит. Какая шкала может быть у эмоций? Они могут быть положительными и негативными. Зачем вообще их систематизировать? И тем более выстраивать их в какую-то шкалу или график. Если вы были в депрессии, а сейчас вас все бесит, вам стало лучше или хуже? Вам нужно пить успокоительные или антидепрессанты? Все, что может сказать пациент, мне плохо. Часто говорят, что стало хуже. Если вы в это время один на один со своей проблемой, то некого винить. А если с вами сейчас работает психолог, психотерапевт, вот он корень всех ваших проблем. Этот коновал непонятно чем занимается. Все они хотят брать деньги за то, что делают людям хуже. А давайте напишем на него жалобу в Минздрав, Роспотребнадзор, президенту, прокуратуру. Я не утрирую. Это частая ситуация и частая реакция пациентов. Кто прав? Специалист не прав в том, что не рассказал подробно о том, какие изменения эмоций вы испытаете. Но не потому, что он ленивый или глупый, он сам этого не знает. Нет в современной психологии такой шкалы. Каждый специалист или исследователь располагает человеческие эмоции так, как ему подсказывает его опыт. В цифрах это не принято изображать. Ну, что поделаешь, психологи – это конченые гуманитарии. Я говорил об общепринятом взгляде на проблему. Есть еще работы Хаббарда. Больше 20 лет его работы приказано поливать коричневым субстратом. Поэтому упоминание о нем может стоить мне какого-то количества отвалившихся зрителей. Я не все приемлю в его рассуждениях. Считаю глупостью его рассуждения о файл-клерках, но в то же время считаю, что после Фрейда он второй, кто сделал для психологии нечто важное. Он придумал шкалу эмоциональных тонов. Точнее, он первый систематизировал все наши эмоции. Объяснение этого графика для меня тоже сомнительно. Но саму постановку вопроса в этом ключе я считаю гениальной. Почему? Давайте сначала поймем, а что такое эмоции? Зачем они нужны? Что они дают живым существам? Почему эмоции разных видов животных так схожи и одинаковым образом определяют поведение живых существ? Если собака или человек радуются или грустят, то их поведение очень похоже. Не нужно при этом очеловечивать поведение братьев наших меньших. Вернее, будет оскотинить поведение людей. Уже четверть века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с практическим применением этой модели. Как знание принципов работы нашего мозга поможет стать вам более энергичным, уверенным в себе, счастливым человеком. Так что такое эмоции? Дело в том, что по нашим нервам не текут образы или звуки, только электрический ток, который мы называем нервными импульсами. Там, где есть электрический ток, всегда есть приборы и способы измерять его количество. Иначе любой электрической системе грозит либо перегрузка, либо обесточивание. Вот таким индикатором количества электрического тока, поступающего в наш мозг, являются эмоции. Они не помогают нам добиваться чего-либо в жизни, так же, как и не мешают делать этого. Они просто показывают, что в данный момент времени в наш мозг поступает такое-то количество электрических импульсов. Если электроэнергии поступает много, то мы счастливы и энергичны. Чем больше энергии получает наша нервная система, тем больше процессов она способна выполнить за единицу времени. Тем более мы эффективны. Чем меньше энергии поступает в наш мозг, тем ближе мы к апатии, со всеми вытекающими последствиями. Весь спектр наших эмоций мы можем очень грубо представить в виде 4 уровней. Уровни – это депрессия, раздражение, спокойствие, радость. В более привычном для вас варианте эта классификация делит людей на меланхоликов, холериков, флегматиков, сангвиников. Каждый из 4 уровней, в свою очередь, делится на множество подуровней. Апатия, горе, страх, беспокойство, тревога, ужас, паника и подобные – это уровни депрессии. Раздражение, гнев, ненависть, ярость, злость – подуровни раздражения и так далее. Пользуясь вышеописанной логикой, мы можем охарактеризовать уровни эмоций следующим образом. Депрессия – это уровень эмоций, когда энергию человек получает в основном за счет саморазрушения. И находясь на этом уровне, человек не способен ни на какую конструктивную, ни на деструктивную деятельность. Раздражение – это уровень эмоций, когда энергию человека получает в основном за счет разрушения окружающего мира. Находясь на этом уровне, человек не способен на конструктивную деятельность. Спокойствие – это уровень, когда человек получает большую часть энергии от окружающего мира. На этом уровне человеку нет необходимости разрушать окружающий мир. Но энергии слишком мало для выраженной конструктивной деятельности. И высший уровень – это радость. Энергообмен нервной системы этих людей настолько велик, что энергии хватает на конструктивную деятельность. В бытовом плане уровень депрессии. Большинство населения, выполняющее простую регламентированную работу.
Уровень раздражения подарил нам большинство начальников и правителей. Это те люди, которые в основном остаются в истории. Уровень спокойствия – это люди, счастливо и спокойно прожившие свою жизнь. И уровень радости – это люди, которые действительно создали этот мир, эту цивилизацию. К сожалению, большинство из них остаются неизвестными. Но это люди, живущие счастливой, полноценной жизнью. Эти мои рассуждения кто-то поддержит, кто-то нет, кого-то они оттолкнут. Эти вторые скажут: нашелся еще один гуру, говорящий непонятные глупости. Пока я не объясню сказанное с точки зрения математической модели нервной системы, это все философская психологическая болтовня. Какой механизм такого разделения эмоциональных тонов, уровней? Как я уже сказал, по нервным волокнам протекает электрический ток, нервные импульсы. Откуда он берется? Единственным генератором электричества в организме является рецепторный аппарат. Именно рецепторы преобразуют в электрический сигнал все виды окружающей их энергии. Источника этой энергии всего два. Это энергия окружающего мира, энергия Солнца, Земли, воды, воздуха и энергия изменения состояния нашего организма. Сильное изменение физического и химического состояния нашего организма мы воспринимаем как дискомфорт, как боль. Получается, что для того, чтобы работала наша нервная система, нужна либо энергия окружающего мира, либо энергия боли. Коэффициент полезного действия энергии боли очень мал, потому что для получения энергии Вселенной нам нужно просто взять ее. Для того же, чтобы появилась энергия боли, организм сначала должен приложить энергию для изменения физико-химического состояния нашего организма. Чем большую часть нашего энергообмена поставляет боль, тем меньше энергии получает наш мозг, тем ниже уровень эмоционального тона. Поэтому вспомните, как я только что охарактеризовал уровень эмоционального тона. В депрессии организм действительно, а не иносказательно разрушает себя, создавая все больше и больше очагов боли, очагов от своей энергии, загоняя себя во все увеличивающийся дефицит энергии. В раздражении люди разрушают окружающий мир, чтобы получить энергию этого разрушения. К сожалению, согласно закону увеличения энтропии, в течение нашей жизни уровень нашего эмоционального тона способен изменяться только в одном направлении – уменьшение. Все существующие на сегодняшний день методы терапии могут, в лучшем случае, слегка замедлить этот процесс. И только один метод способен повернуть это движение вспять, заставить вас выйти из депрессии или раздражения и сделать вас счастливым, энергичным, уверенным в себе человеком. Но узнать об этом методе вы можете в других видео, либо на моем канале.